Итак, жаркое по дореволюционному рецепту. Дело в том, что в относительно современной русской кухне под словом «жаркое» подразумевается блюдо, которое мы уже готовили с вами. Кто пропустил, вперед в мои социальные сети. А до революции под словом «жаркое» подразумевалось нечто, приготовленное крупным куском. То ли это крупная птица, то ли это крупный кусок мяса. Например, телячья ножка. Здесь была голяшка, мы ее отрезали, потому что иначе этот кусок мяса не поместится ни в какую гусятницу. А именно гусятница для приготовления жаркого вам ой как понадобится. Но, погодите, еще не сейчас. Вначале надо разобраться, где у ноги был перед, да, вот это был перед, а где у ноги был зад. Вот это зад, ну то, что называется ляжка. Здесь косточка проходит внутри. Итого это была левая нога. В любой ноге, что у барана, что у теленка, что у коровы, вот здесь, в задней ее части, находится то, что мы называем лимфоузлами. И эти лимфоузлы лучше бы удалить. Если скотина здоровая, то ничего страшного, можно готовить и вместе с лимфоузлами. Они не имеют никакого неприятного запаха. Но если вдруг теленок был, например, простужен, либо у теленка были какие-то другие заболевания, не влияющие на остальное мясо, вот здесь, в этих лимфоузлах, скопится довольно неприятного вкуса и запаха лимфа. Поэтому лучше всего, на всякий случай, это все удалить. Да здесь ведь даже 50 грамм нет. Удаляем совсем немного, зато получаем гарантированно вкусное мясо. Кстати, чтобы мясо было вкусным, хорошо бы его просолить. Можно, конечно, посолить и сверху, но внутрь эта соль не попадет никак. Поэтому я раскрываю ножом полость все глубже и глубже с целью просолить мясо еще и изнутри. Если бы это была свиная ножка, сюда, в эту полость, можно было бы поместить и шпик, и чеснок, и, разумеется, соль. Если бы это была баранья ножка, я бы пожарил лук, морковь, добавил бы немного зиры и упаковал бы это как раз вот в эту полость. Но это телятина. К телятине ничего, кроме соли и свежемолотого перца, не надо. У телятины очень нежный вкус. Не надо забивать его ничем ароматным и ничем слишком вкусным. Людям неопытным может показаться, что я солю чрезмерно сильно. Но здесь 4-5 килограммов мяса. Да кроме того, огромная часть соли рано или поздно выйдет и окажется на дне гусятницы. Поэтому солим достаточно обильно. Соль должна проникнуть внутрь мяса. А для того, чтобы свой вкус раскрыл перец, необходимо два условия. Должно быть достаточно влажно, а здесь будет влажно, и должно быть достаточно жирно. А вот с жиром телятина-то и подкачала. Я беру немного вкусного топленого масла и подкладываю ее сюда, в центр этой полости. Масло растечется, все получится как нельзя лучше, если мы сейчас аккуратно увяжем этот кусок мяса при помощи обычного шпагата. Да, обвязывать мясо при запекании и даже при отваривании – это очень полезная привычка. Несколько ниточек шпагата лучше сразу разложить на столе. Предупреждаю, что эту работу лучше делать вдвоем, с помощником. Но я надеюсь, что вам все понятно. Лишние куски бечевки лучше обрезать, а за прилегающие к мясу нити беспокоиться не надо. Они не сгорят ни при каких условиях. Во-первых, шпагат загорается при температуре 350-400 градусов. А запекать телячью ногу мы будем при температуре только 220 градусов. Да и то в самом начале. Однако я здорово забегаю вперед. Мясо необходимо посолить и снаружи, а также смазать его маслом. Вообще было бы очень хорошо просолить и проперчить, промариновать, прогреть мясо заранее, как минимум за 2-3 дня. Но даже и так получится неплохо. Самое главное, не забудьте смазать мясо маслом. Многие повара и кулинары предпочитают в таких случаях использовать растительное масло.
Но именно топленое масло создает столь характерный и милый, привычный русскому желудку вкус. Поэтому я использую топленое. На дно латки, либо гусятницы, как мы ее привыкли называть, хорошо бы подлить немного воды. Но поскольку мы готовим новогоднее блюдо, неплохо было бы придать ему и легкий хвойный аромат. Я взял несколько веточек розмарина. Приправа может быть не очень характерная для русской кухни, но я думаю, что в этом случае не менее уместная, чем лавровый лист и перец горошком. Лавровый лист и перец горошком тоже на дно латки. В закрытой посудине мясо будет не только жариться, но еще и готовиться на пару. Для, так сказать, первичного парообразования наливаю примерно 300-400 граммов воды. Ну а теперь сверху сеточка. Если нет такой сеточки, ничего страшного. Можно нарезать морковку брусочками. Можно нарезать лук крупными кольцами. Одним словом, что-то, что будет удерживать мясо на почтительном расстоянии от дна и боков гусятницы. Все то мясо, что будет прикасаться к раскаленным стенкам либо ко дну, рано или поздно потемнеет. Я не хочу этого. Я хочу получить отличный, румяный, поджаристый, очень сочный внутри кусок мяса. Для этого очень важно правильно рассчитать время запекания. 45 минут на каждый килограмм веса при температуре 220 градусов. Из мяса будет вытекать сок. Масло растает, рано или поздно вытопится хоть сколько-то жира. Во многих старых книгах рекомендуют ближе к окончанию готовности раз в 15 минут открывать латку и поливать вот этим бульоном и этим жиром поверхность мяса, чтобы мясо как бы залакировалось. Но мой опыт подсказывает, что в хорошей латке с плотно закрывающейся крышкой этого делать не надо. Все получится отлично. Капельки сока будут капать в раскаленное масло. Будет образовываться особый пар, который будет содержать в себе мельчайшие капельки масла. И это масло, этот жир будет оседать на мясе. Так что все получится само собой. Итак, ждем 3 часа. Все готово. Запахи в доме стоят. Очень праздничные, очень аппетитные. Полюбуйтесь. Я понимаю, что жаркое многие предпочтут приготовить из ножки поросенка, либо в крайнем случае возьмут баранью ногу. Вот на случай, если вы будете готовить из свинины, советую, залейте жаркое рассолом от огурцов, добавьте к жаркому каперсов. Ну а если из телятины, то ничего не надо. В качестве гарнира запеченная картошка. Ибо это и без того очень хорошо. Настолько хорошо, что мне не остается ничего, кроме как пожелать вам крепкого здоровья, больших успехов, много счастья и, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Если вы смотрите это видео, то это значит, что перед вами моя новая книга. Встречайте! Пожалуйста, не удивляйтесь, что обложка у этой книги практически черная. Внутри она переполнена яркими красками. Новые книги и журналы я пролистываю, начиная с последней страницы. Разглядываю иллюстрации. Десерты, целый баран на вертеле, шаурма, необычайно вкусные котлеты с роскошным пюре, рассказ о великолепном мясе для стейка и шашлыка, о том, как выдерживать мясо. О, самса! 420 страниц с великолепными блюдами, чебуреки, ароматные говяжьи ребрышки под соусом и универсальное блюдо в казане, которое получается у любого под названием басма.
Невозможно обойтись без цыплят табака и самого вкусного блюда из рыбы – буглама, а также великое блюдо хаш и всеми любимый лагман. Несколько статей, без которых невозможно понять значительную часть моей кухни. О каурме, о топленом масле, ну и, разумеется, популярные и любимые пловы, шашлыки, самая прозрачная и ароматная шурпа, а также хаш, который превращается в самый вкусный русский холодец. Так кто же тот гениальный редактор, который в точности знает вкусы моих читателей и зрителей? Такого человека нет ни в одной редакции, потому что никто, кроме вас самих, не знает ваши вкусы настолько точно и убедительно. Это вы, коллективный редактор моей новой книги. На моем канале в Ютубе опубликовано более 800 рецептов. Я взял лишь каждый 10-й рецепт, а выбирал, судя по количеству просмотров, по лайкам и количеству подписчиков, которые собрал каждый рецепт. И что же это? Обычный сборник рецептов? Нет, читая эту книгу, вы изучаете кулинарную науку. Не зубрите граммы и минуты, а учитесь понимать смысл каждого кулинарного действия, изучаете законы природы, физики и химии, которым подчиняется приготовление еды. Каждый рецепт – это полезный урок, пройдя который вы получаете знания, позволяющие готовить гораздо вкуснее по любым рецептам, потому что постепенно, шаг за шагом, вы становитесь знатоком кулинарии. А еще на каждом рецепте QR-код, ведущий на видеоролик. В рецептах много текста не потому, что они сложны в приготовлении, а потому, что они детально проработаны и изложены максимально подробно. Вы узнаете все о тесте, фарше, начинках, как выпекать в тандыре и в духовке. Плохой учитель музыки заставляет зубрить пьесы, а хороший учит понимать музыку, легко исполнять любые произведения и даже сочинять новые мелодии. Эта книга именно такая. Здесь собрано 75 рецептов, которые научат вас кулинарии, сделают вашу жизнь вкуснее и заставят стать счастливее. Приобрести эту книгу можно только на сайте stalik.ru. Интернет-магазин stalik.ru является эксклюзивным продавцом этой книги. Зато вы можете заказать ее и с автографом, и в подарок вашим друзьям, и с доставкой точно по адресу.